Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Сегодня я решила пораскрашивать в «Миллион ленивцев» Лулумайя. От данного иллюстратора это, пожалуй, моя самая любимая раскраска, я бы даже сказала, любимая. Потому что остальные мне, честно говоря, не очень нравятся, иногда я их раскрашиваю, но в целом восторга они не вызывают. Я даже не знаю, почему. В принципе-то, если так вот полистать раскраску, да, то они все плюс-минус похожи, то есть похожие сюжеты, меняются только персонажи. А так в целом ощущение, что даже элементы похожи. Но все-таки компоновка, наверное, так правильнее сказать, что компоновка здесь всяких элементов, видимо, поинтереснее будет. И поэтому, в общем, как-то интереснее. Давайте, в общем-то, полистаем немножечко так ее быстро, посмотрим, что у меня раскрашено, что нет. Вроде бы даже как она у меня наиболее заполнена, мне ее дарила Олеся, это канал раскраски.ком. Огромное тебе спасибо. И, в общем-то, здесь я раскрашивала с большим удовольствием. Единственное, я, конечно, жалею, что где-то местами я раскрашивала фломастерами. На тот момент я уже отходила от фломастеров, но еще не до конца. То есть я еще допускала вот такие моменты. Потому что сейчас я фломастерами только в раскрасках по номерам крашу, и то не всегда. В общем, как-то так. Конечно, сейчас я жалею. Потому как фломастеры размываются, и где-то бы можно было уже акварелью раскрасить, а вот увы. И, например, вот это одна из первых иллюстраций, здесь я использовала сухую пастель. Это еще петербургская сухая пастель, мне она до сих пор нравится. Вот. На камеру выглядит более бледно, хотя в жизни тоже нежно, но поярче. Вот если бы я на тот момент рассматривала акварель, то, конечно, я бы, скорее всего, сначала раскрасила здесь, а потом уже раскрасила бы здесь. С другой стороны, от акварели повело бы бумагу, и не факт, что пастель бы легла хорошо. Но вот это печаль, что здесь такая бумага. Вообще, конечно, вот эти бы иллюстрации на односторонней бумаге, и мне кажется, что тогда у многих бы эти раскраски шли бы гораздо лучше. Вот, несмотря на то, что я красный цвет не люблю, я рассказывала, что красный цвет сам по себе, он мне нравится, а я его стараюсь, например, там дома, в одежде не использовать, потому что он мне приносит какие-то неприятности, и то есть максимум, что возможно аксессуары, и то я их исключила, но допускаю маникюр, педикюр, вот как-то так. Но в раскрасках, безусловно, там, где это требуется, использую. И вот фон делала акрилом. Кстати, мне прям очень нравится. И акрил, например, вот это у меня луч. Если черный мне не нравится, как ложится, то красный, в принципе, лег нормально. Хотя, конечно, я вот так вот смотрю, нигде проплешин нет, но... я не знаю, на черном косяке видны, здесь, может быть, потому что небольшие пространства. Но мне вообще было приятно раскрашивать. И до сих пор это один из любимых моих таких, в общем, иллюстраций. Так, в принципе, вот здесь вот еще у меня раскрашено. И, в общем-то, тут и все. Больше нигде. Я для себя выбрала вот эту иллюстрацию, и сегодня я ее планирую раскрасить. Сейчас в Ашане появилась тут новенькая раскраска, в смысле новенькая для этого Ашана, так-то наверняка уже давно есть.
потому что тут новинок как-то особо и не появляется. Ну, мне такой стиль не нравится, но вот решила немножко так полистать, вдруг кому будет интересно. Я подготовила, естественно, акварели луч, свою совушку, любимую кисточку. Ну и давайте приступим. Ну, здесь действительно буду красить акварелью. Возможно, захочется, значит, доработаю карандашами. Так, пульверизатор я обычно сбрызгиваю, но пульверизатор у меня на кухне. Я там развлекалась с фломастерами. Поэтому так сейчас намочу. Надо будет... Хотя, знаете, я сейчас достану еще одну акварель, а возвращаясь к пульверизатору, у меня их, в принципе-то, несколько. Нужно будет достать. Ну, у меня пульверизатор из-под освежителя для полости рта, но я крайне редко ими пользуюсь. Чисто, знаете, как сказать, ну, не по прямой ситуации, скажем. Потому что у меня вообще ирригатор есть. Я, ну, допустим, как вот на себя, да, там брызгаешь духи для аромата. Именно для, просто для аромата, да. Ну, так и здесь. Так. Я взяла второй набор луч, потому что здесь вот этот цвет. Ну вот, и поэтому покупаю иногда, когда продаются такие освежители с какими-то интересными ароматами, но расходуются они у меня крайне медленно. То есть там год-два может этот освежитель лежать у меня. Я про него забываю. Естественно, никогда с собой не таскаю. Вот, поэтому дело такое. В общем, надо будет доиспользовать, помыть упаковочку, бутылек, и можно будет один держать здесь, другой на кухне. Мне кажется, в раскрасках это очень удобно для акварели. Побрызгал. Ну, я так уже давно делаю. Большие тут, конечно, такие листочки, элементы. Да, наверное, придется потом дорабатывать. Не, если бы были односторонние иллюстрации, я бы, конечно, наверное, полностью бы все сделала акварелью. Тут лишний раз боишься. Детская акварель, она не протекает в основном, но все-таки. Как-то... Когда вот, если слоями один, другой слой не даешь, чтобы высыхало, то может протечь. Да, мне вот рукой вот так вот или вот так вот гораздо проще. Я поняла, что мне это удобнее, чем тряпочки, салфетки, всякие губки. Хотя вот у меня здесь есть вот такая вот губка. Но мне гораздо удобнее рукой. Я лучше потом пойду лишний раз руку вымою. Или тут салфеткой протру. Как-то оно эффективнее. Это, знаете, как крепкие выражения. Они всегда более лаконичны, знаете, так. Можно, допустим, человеку какому-нибудь:
очень долго пытаться что-то интеллигентно объяснить, корректно, интеллигентно, долго распинаться, и человек не поймет. А можно сказать буквально одно слово, грубое такое вот, но это будет настолько просто, лаконично, понятно, типа того. Вот этот вот оттенок зеленого мне не очень нравится. Ну как, неплохой, но для меня он не сильно естественный. Ну вот в сочетании, если с желтеньким, с темно-зеленым, нормально. Хоть вот этот мне больше нравится. Но он у меня в новой палитре есть. Но я пока еще так здесь немножко экономлю. Хочу вот эти все тоже подобивать, чтобы потом, знаете, так уже и любимые оттенки заканчивались так одновременно, и потом открыть уже новую палитру. А вот насчет новой палитры я пока так и не решила, взять не взять, которая в синей коробочке, ну такая как перламутровая, там перламутровые, пастельные или неоновые, я так не поняла, вот, и обычные. И в виде этой палитры тоже еще не решила. Ну, а я думаю, они всегда будут. Успею взять. Возможно, какая-нибудь будет акция. Просто в Ашане удивительно, что-то они обнаглели на канцелярии. У них даже, ну, прям совсем-совсем редко бывают какие-то скидки. Прям очень обнаглели. Ну, оно и понятно, ведь сейчас действительно, ну, помимо, да, того, что это все детям нужно, так еще и взрослые сейчас всем увлекаются вот этим. Поэтому, конечно, они стараются на этом наживаться. Ну, просто я в Ашане очень часто бываю, и могу сказать, что вот, например, чем больше мы хвалим перламутровую акварель луч, тем вообще как бы сложнее найти на нее акции. То есть она, когда стоила 75 рублей, я ждала, одно время были акции, там можно по 60 чем-то было взять. Я как-то тоже думаю, ну вот еще будет какая-нибудь акция, еще возьму, ничего подобного. 95 рублей. Да не, ну у меня вообще запасы этой акварели неплохие, поэтому не страшно, а когда закончится, я и по 100 рублей возьму, потому что, ну, перламутровая акварель, она в любом случае луч. Великолепная просто, ну. Но сам факт. Ходила сейчас. У меня сегодня какой-то день грязных рук. Сначала утром там раскрашивала, но я не показывала эту работу во влоге в Ханне Карлсон, ну просто захотелось. Вот. Я, собственно, давно ее начала. Короче говоря, испачкала руки вот просто вот так вот все в сухой пастели. Стол оттирала, потом в душ пошла. Потом гуашью контур делала, тоже угваздалась. Отмывала руки. Потом, значит, я в магазин пошла, купила себе гранат. Потому что анемия, и помимо всего прочего, гранат, ну, как разовая акция, был бы неплох. Кстати, хороший гранат, в принципе. Вот. Ну, в теории для зубов лучше бы сок, потому что его можно попить через соломинку, и никаких проблем. Но там сахар, а сахар я не люблю. Я как бы сахар получаю последствием того, что я съедаю в день одно яблоко
и одну мандаринку, и потом обязательно какую-нибудь маленькую вкусняшку, то, что я сама готовлю. Мне этого достаточно. Если бывает не здоровится или чего-то хочется дополнительного, я могу съесть ложечку меда. Ну, бывает. И такое. Так, все-таки взяла любимую краску. Ну и ладно. Ложечку меда, ну а уж если вот так вот представить, что захочется прям сахар куда-то еще дополнительно добавить, то уж я лучше чай с лимоном выпью и имбирем. И тогда уже добавлю туда сахар. Ну или, например, варенье, которое я сама сварила. Ложечку съем. Но, к слову, так оно и стоит. Я так вот выпечку добавляла. И да, как-то вот один раз, да, было, что мне что-то захотелось прям варенье. Я съела ложку, по-моему, с грушей. Но мне кажется, что в грушу хорошо бы добавлять или немножко лимонной кислоты, или, может быть, лимончик добавлять. Вот как-то так. Это было бы неплохо. В следующий раз попробую так приготовить. Ну, вкус будет интереснее, скорее всего. Надо попробовать сделать. Ну вот. Как-то у меня медленно идет дело. Ну, я, впрочем, не спешу, так, за разговорами. Я даже уже сомневаюсь, что я буду красить целый разворот. Скорее всего, ограничусь вот одной иллюстрацией. Что-то мне как-то не улыбается. Акварелью я лучше что-нибудь другое пораскрашиваю. Не, ну, иллюстрации это хорошие, конечно, но как-то меня здесь не радует все это. Одну иллюстрацию вот эту с удовольствием раскрашу, а вторую это потом. Ну, я еще, видите, заморочилась все-таки еще черный добавить цвет. Не хочется совсем уж, знаете, прям примитивно красить. Понятно, без шедевров, но все же. Потому что тут и без того простые элементы, если их еще по-детски совсем прям примитивно раскрасить, то ну, вообще смысла нет тогда браться. Хотя, если в удовольствие, то и так можно. Потому что я считаю, самое важное, чтобы было в кайф. Ну, вообще, я рада, с обратной стороны какой-то катастрофы не случилось. Уже приятно. Продолжим. Иллюстрацию я дораскрашивала. Этот разворот я сделаю как-нибудь в другой раз, когда будет желание. Ну, с обратной стороны, в общем, никакого криминала, слава богу. Ну, сейчас высохнет, полежит, я еще посмотрю, может где-то что-то, карандаш добавлю. Здесь вот белая гуашь, решила вот эти точки сделать немножко побольше размером. Ну, в общем, да, хорошо, что затронула эту раскраску, самое главное. А сейчас взяла, я люблю раскрашивать морских единорогов. Здесь мы раскрашиваем с Мариной, канал Малинины раскраски, и с Оксаной. Вот, и эта иллюстрация у нас была в прошлом месяце. Я как-то в том месяце отстала. И, точнее, в позапрошлом и в том месяце. И, в общем, за какой-то... За декабрь я, по-моему, вот это делала. Да. А это должно быть в общем, в январе. Сделаю сейчас. Ну, а потом уже февральскую.
Не знаю, наверное, здесь будет перламутровая акварель в том числе. Может быть, маркеры, да, наверное, и маркеры в том числе будут. Я даже, наверное, сейчас возьму перламутровую акварель, раскрашу сначала акварелью вот этот вот шар. Дождусь, когда высохнет. Я еще хочу сейчас, поскольку тут односторонние иллюстрации, взять... у меня же акварелька не в этой, в маленькой палитре. Вот здесь, что ли. В общем, я хочу шар сначала раскрасить. Пусть он сохнет. А потом уже буду раскрашивать маркерами, а то, не дай бог, все потечет, будет очень весело. Хотя не знаю, насколько будет правильно делать здесь белым, ну, серебром, может быть, какой еще фон будет. Да. Просто, если... Да, наверное, я сделаю, знаете что? Сначала пройдусь голубым. Я думаю, что здесь будет хорошо голубой цвет. Потом сверху пройдусь уже перламутром. Подложила коробку с фломастерами. Ну, потому что здесь я сейчас красить не собираюсь пока. Вот. Мне будет вполне удобно. И сверху перламутр уже тогда. Пока подсохнет, я, может быть, что-то здесь раскрашу. Но мне сейчас все равно нужно будет встать, другие материалы взять. Поэтому я, конечно, подложу что-то поудачнее. А прямо сейчас мне не хочется. А коробка будет точно надежна. Не знаю, почему я 2 месяца подряд у меня вызывала сложность раскрасить здесь 2 иллюстрации, когда я более какие-то сложные иллюстрации красила по нескольку в день. Вот странно. Ну, не знаю. Вроде все нравится, и всегда эта раскраска заходила мне. Может, подустала. В общем, да, сначала голубой цвет. Хорошо, что здесь односторонние. Все-таки можно проявлять фантазию. Вот у меня есть какая-то раскраска, я люблю раскрашивать, по-моему, просто я люблю раскрашивать что-то такое. А вот там вот, ну, мне кажется, что это же та же серия-то. Могу ошибаться. Но и оформление такое же. И при этом там двусторонние иллюстрации, вот она не заходит. И мне кажется, эти, если бы они были с 2 сторон картинки, я бы крайне редко бы здесь что-то раскрашивала. А так здорово. Снежинки я не знаю, наверное, оставлю их не раскрашенными, пусть будут черного цвета. Ну, потому что здесь очень тонкие линии, хотя, может быть, и добавлю гелевую ручку с блестками какую-нибудь. У меня была идея взять голубую краун, которая пастельная, но я не совсем уверена, а может быть, хорошая идея. Проверю. В любом случае есть еще и черная в помощь. Если что, можно все вернуть как было.
Вот что значит лень. А вот так вот на весу можно порвать, раскрашивая акварелью. Ну, я аккуратно, поэтому не думаю, что что-то произойдет. Здесь будет или белая, или голубая ручка. Ну, кстати, елочку же тоже будет хорошо, если она будет блестеть. Можно взять зеленый цвет. Вот, например, такой. Ой, а с другой стороны, зачем я беру уже детскую акварель, когда тут можно хоть как-то расходовать кюветки, которые протекают. Ну так вот. О, сразу ярко. Я к тому, что вот эту порасходую, тем более эта акварелька у меня не так давно появилась. Вот. И сверху тоже будет перламутр. Красивый, кстати, цвет, очень насыщенный. Он, по сути, похож на тот, что я взяла сейчас вот из этого набора, вот этот цвет. Но просто тут более яркий, более пигментированный. А маркеры оставлю напоследок. Так. Ага. Почему-то все рука туда тянется куда-нибудь. К детской акварели. Почему-то. Не, ну да, я ее люблю больше. Кто бы что ни говорил, но вот мне она нравится значительно больше. А я сейчас пока Лулу Майя раскрашивала, смотрела видео про косметику, хотя мне это не скажу, что прям сейчас очень интересно, но голос у блогера приятный, поэтому я сидела так расслабленно, раскрашивала то, что сейчас нужно. Покой, все такое. Здесь, скорее всего, я буду использовать маркеры металлик какие-нибудь, или штабилы, или из Fix Price, потому что я вот уже здесь, видите, немножко заехала, поэтому нужно будет исправить. А это, кстати, что у меня за краска-то? А, это гамма, старый мастер. Вот, или как он там называется. Надо взять еще одну коробочку. Вот эту. Здесь у меня тоже же новые краски, которыми я толком еще не раскрашивала. Здесь вот есть коричневый. Мне как раз бы темно-коричневый нужен. Вот. Не слишком ли он темный здесь? Не, ну вообще я прям довольна этим цветом, потому что у меня такого не доставало. И я довольна. Так, а это, кстати, что у меня? А это, наверное, Vista Artista. Угу, точно. А вот здесь
Я, наверное, буду использовать тоже черный с перламутром. Вот. Ну, хочу так попробовать. Собственно, у меня же тоже есть и черные, и так далее краски в кюветках. Опять я лезу сюда. А чтобы можно, знаете, даже, наверное, будет правильнее не черный взять, а вот такой вот цвет. Он даже какой-то, видите, зеленый. Ну да. Ну и тем более то, что нужно. Я здесь не сильно, знаете, слежу за тем, чтобы все как-то перетекало, потому что по факту я просто закрашиваю одним цветом, а дальше пойдет перламутр. Я как-то к этому тут попроще отношусь. Ну, раз зеленая, пусть уже тогда возьму вот эту краску вот сюда. Почему бы нет? Раз есть возможность использовать в раскраске их, то и поиспользую. И снова вот это. Тут прям понасыщенней хочу. Поярче. Ну и вообще пойму, как этот цвет в деле. Тени всякие делать, мне кажется, хорошо. Вот этим зеленым. Прям замечательно будет. Так, ну и поверх. Так, а что у меня здесь будет? А здесь можно вообще использовать темно-синий. Так. И интересно, получится его так вот, да, растянуть. И теперь вот с этой стороны то же самое. Поярче и сюда растянуть. Ну вот. Вот теперь точно подожду немножко и сверху перламутра нанесу. А это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мой инстаграм 37 рыжая 38. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.